О, ах ты ж ё-моё. Осенью этого года будет уже 3 года, как я всерьез взялась изучение анимации и, собственно, ее создания. За все время, что я провела в этой программе, я многому научилась. В каких-то моментах фейлилась, причем я считаю, что фейлилась очень много. Так вот, в прошлый раз мы закончили на одной очень плохой работе. Да, с каждым разом, возвращаясь к ней, я замечаю все большее количество фейлов. Самое основное – движение слишком медленное. Может, я в глаза долбилась, или мне казалось, что анимация выглядела плавно, что делало ее хорошей. Вообще, фейл с этими слоумо движениями присутствовал и в некоторых последующих моих работах. И почему-то я как-то и не обращала на это внимания. И полноценно я обращу внимание лишь спустя довольно длительный промежуток времени. После анимации фейла у меня на руках было 3 проекта. Кое-какая анимация по Сонику, которая не является рекреационом какой-то официальной сцены. И так как я не знаю, продолжу ли я работу над этим проектом или нет, не буду палить, что это. МВ по Sonic Adventure 2 под песню Soldier Side, который был заброшен из-за затупков компа и вылетов SFM. Сами проект... Вау! Черт, зачем так пугать? Проекты сейчас выглядят немного не очень. От медленных движений он тоже страдал. Но именно с него я начала пытаться выжимать больше эмоций из модели Generations. Проект заброшен и, скорее всего, навсегда. И третьим была анимация по кооперативам в Garry's Mod. Да, та, что вышла в июне 2021 года. Работа над ней началась еще в начале 2020. На тот момент я сделала лишь 2 сцены. И планировала сделать еще 2. Кеннет идет и этот момент с ванной. По итогу устала и вернулась к этому спустя долгое время. Затем у меня жесткие диски подыхали, из-за чего лагал комп и не было возможно работать в SFM. А с их воскрешением я радостно делала какую-то хрень. Вон голуби танцующие. Опять. В то же время я видео про свою крипипасту по говорящей Анжеле начала делать, так что эта анимация тоже из того времени. Однако тогда мне удалось набить руку в создании сцен-билдов, ибо что не проект, то сцен-билд. Вон здесь меня вообще немного занесло, и я чуть ли не копию этой комнатки из карты Garry's Mod создать пыталась, хотя по итогу чего-то и видно-то не было. Анимации я тогда делала только как вставки для разговорных видео и иногда пикчи для превью. Даже проект, забитый одними только Blaze, появился. И вот спустя один другой закинутый проект, я анимировала тут небольшой эпилог из игры Sonic and the Black Knight. Сейчас, конечно, вижу, что движения порой тоже довольно медленные. Это был, пожалуй, первый раз, когда я анимировала кого-то на заднем плане. По сути, добавлять тут нечего. В анимации никаких суперских изменений не было, разве что выглядела она уже не так раково, как то. Сразу же после него я начала делать A Bit of Kindness at Cold Night. Некоторые движения в ней также были изначально слишком медленными или наоборот слишком быстрыми, что, к счастью, я исправила. Хотя немножко и осталось. Также сейчас обращаю внимание на пиксельные тени. И я как бы знаю, почему это происходит и как это исправить, но убийство пиксельных теней стоит большей траты времени на рендер, а видимо тогда я не хотела тратить 80 лет жизни на него. Эксперимент явно был интересным, ведь не имея абсолютно никаких диалогов, я вновь акцентировала внимание на эмоциях персонажей. Тогда это был максимум, что я могла выжить. Правда, не понимаю, почему грустный взгляд Эми я сделала с помощью века, а не бровей. Я из прошлого, ты что, забыла свое же правило, гласящее, что если эмоции походят на Sonic Forces, то все хуйня? Окей. На моей памяти это был первый раз, когда на Volumetric Light, я не знаю, как сказать это по-русски, я начала накладывать другие текстуры, чтобы сделать эти типа пробивающие сквозь деревья лучи света. Ну и к моему большому удивлению, эта анимация особенно сильно зашла испаноговорящей аудитории. И это даже одно из самых популярных видео на моем канале. И вообще частенько замечала, как некоторые мои анимации, ну а если точнее, то это, Knuckles против Руши и даже немного первая анимация, использовали в каких-то эдитах. Я как бы не против, но некоторые почему-то не считают нужным указывать, кто автор анимки, а это неприятно. Да и вообще хоть бы ссылки кидали. Мне же любопытно, что делать с моими детищами, ну. После началась работа над ремейком анимации фейла, с целью сделать больше оригинальных сцен и непосредственно улучшить качество анимации. Дабы та не была медленной и странной. Вроде мне это удалось. Так как я получше разобрала систему частиц, здесь их стало немного больше. Роботов анимировать хоть и было геморно, но тем не менее еще одной мертвой, пускай и для роботов, анимации я видеть больше не хотела. В то же время сделала и постоянные интро или видео для предисловия или чё. Использовала в ней Элис, задувающую пламя, что, конечно же, была отсылка на СНГ. Однако и тут была проблемка, которую я сразу не заметила. Это движение выглядит жутко неестественно. И позже я, конечно же, решила исправить эту анимацию. И, как иронично, впервые исправленная версия появилась в первоапрельском видео с хреновой анимацией. По поводу самого ремейка, я таки починила кьюб-мапы,
которые напрочь исчезли в оригинале. Ну и сделала исчезновение теней, что в принципе было сделано с помощью After Effects по большей части, так что думаю, это не так важно. На эмоции, конечно же, не забила. Ну и вообще это все не важно, ведь лучше всего здесь получилась ворона. Я использовала секвенцию, а не анимировала ее вручную. Далее были стебные переделки двух моих анимаций по английскую озвучку, за время создания которых мои скиллы кардинально не менялись. В то же время я немножко баловалась постерами. Один сделала, когда портировала Boss Stage в SFM, и еще сделала эту карточку из X для следующей анимации. Второй для баннера на YouTube и АВВК. Далее раз в месяц, 2-3 делала еще какие-то постеры и заливала их на DeviantArt. Как странно, что на YouTube, что на DeviantArt самое популярное мне это Knuckles vs Rouge. Начать нажираться на пэрингах, что ли? Так вот, самым крупным проектом в тот момент для меня был, of course, Knuckles против Rouge. Планы у меня были прям грандиозные, и хотела сделать все идеально. Я там и стейдж портировала кое-как, и флексов добавила, чтобы эмоций на лице было побольше, и текстуры меняла. И все бы ничего, правда там была неизведанная дорожка. Боевки, постановки боевок, прочий щит. Да, сейчас я не особо довольна этим, так меня и депрессия за жопу кусала, когда я сам файт делала. Короче, пиздец, не весело мне было работать над этим. Но вот уж где я не могла дать себе проебаться, так это в эмоциях. Поэтому сцену после битвы я люблю до сих пор. Однако, вот уж где я проебалась, так это с эффектом Блума. Гайс, мой мозг был кашей. Я, наверное, вообще не осознавала, что это выглядит не очень. Тогда в мыслях у меня было типа что-то, ну тут много источников света, можно увеличить Блум. А потом я пришла в норму и спросила себя: девка, ты что натворила? В общем, да, увы, тупой мозг не обратил внимания на то, что скорость движения опять снизилась. И выглядело это немножко неправильно. Я порой могу быть перфекционистом до кончиков волос, так что мне хочется просто брать и исправлять. И так как сейчас модно делать ремастеринги, ладно, нет. Это появилось у меня в плане раньше, чем анонсировали ремастеринг игры, который мне не интересно от слова совсем. Короче, да, я подумываю сделать новую версию Knuckles против Rouge. Конечно, сцена может остаться без изменений, разве что они могут быть совсем небольшими. Но вот уж что точно нужно поменять, так это всю битву, начиная с постановки. Я насмотрелась на драчули в МК, в АОТе, на спрайтике из батла вон тоже. Так что, по сути, если отталкиваться от всего этого и не забивать хер, то я могу попробовать сделать нормальные боевые анимации. Но не сейчас. Сейчас я не хочу делать вообще ничего. Это десятилетие началось совсем уж депрессивно, и на мне это прямо-таки сказалось. Я думала, что может это просто из-за того, что я редко высовываюсь из дома, однако в последнее время я делаю это довольно часто, а чувствую себя все так же пусто и без единого желания над чем-то серьезно работать. Поэтому если уж и ремастерить эту сцену, то попозже, когда я буду готова серьезно над чем-то работать, а то опять наступлю на те же грабли. Следующие анимки были мини-бонусом с Бигом, делать липсинг которому было просто ужасно, ибо ему буквально можно открыть рот и ничего больше, и вроде он не моргает. А еще я гуглила прыжок лягушки GIF. Fun stuff. Ну и вставочки для просмотра старых видео, которые тоже делала в этом состоянии грусти и полного отсутствия продуктивности. Но делала, поэтому вышло не очень. But I don't care. Это не было чем-то серьезным. Далее на какое-то время я забила на анимации и банально уже подустала. Давно. Были еще какие-то проекты в планах, но глядя сейчас на них, я даже хз, что это были за планы. В начале 2021 года первым, что я сделала, была эта тестовая анимка. И в принципе, сравнивая с работами постарше, прогресс таки заметен. Ну и дошли мои руки до проекта под названием Bite Me, который на самом деле я начала делать либо незадолго после того, когда делала Knuckles против Rouge, либо когда-то во время работы над ним. Но далеко не продвинулась. И позже, открыв его вновь где-то в ноябре, тоже. Это было время, когда я поняла, как же мне задалбывает придумывать движения для моментов, где персонаж по сути просто стоит. Конечно, одних шлепающих губ мало, ведь это как минимум комедийный скетч, да и от анимации все же люди обычно ожидают анимацию. В общем, с горем пополам, переступая через все нежелания серьезно работать, я его сделала. А, и кстати, здесь я добавила несколько новых флексов для Соника, ибо банально двигать кости бровей и добиться нужных эмоций уже не получалось. И еще несколько херово портированных моделей было, так как я в этом банально не шарю. В общем, по итогу вышло неплохо. Хоть я и отказался в последний момент от того, что Соник, как и в оригинале, спровадил зомби до двери, ибо задолбалась, но тем не менее. И в то же время я уже отказался от Блума, разве что, может быть, выставляя его совсем на небольшой уровень иногда. В The Wish изначально я планировала использовать Eraser Джина, которого добавили в воркшоп, но работать с ним оказалось невозможно. То есть ему как бы можно анимировать нормально тело, но вот лицо нет. Распинаться не буду, работать с ним было бы сложно, может быть даже невозможно. Так что я использовала новую модель Соника, работать с которой оказалось очень даже удобно. Можно было так играть с его эмоциями, что я даже решила досконально пытаться повторять мимику Тома из оригинального видео. Кстати, само это видео я захотела сделать в то же время, что и Bite Me. Ну и я даже не знаю, что еще говорить об этом проекте. Ну, я тут в After Effects работала примерно столько же, сколько и в самом SFM.
Короче... О, я начала немного больше внимания уделять освещению. В сцене с больницей это куда более заметно, I think. Следующим Big Project'ом была еще одна сцена из Са 2, которую я хотела сделать тоже довольно давно, и это было шуточное видео. Главное, что мне выпал шанс пропихнуть куда-то сот, остальное не важно. Вообще, идея для первоапрельского видео мне пришла суперски внезапно, что я сразу же написала это себе в ЛСВК, дабы не дай бог не забыть. Работать над этим проектом было прикольно. Специально стараться сделать анимацию убогой – это прикольно. Постепенно по ходу работы я внезапно добавляла туда что-то новое. В этом кадре я решила сделать анимацию наполовину доделанной. Добавить движение иголкам с одной стороны и одному уху, в то время как все остальное стояло. Этот момент вроде тоже был добавлен внезапно. Корявая анимация, переходящая в допиленную позу, камера, бьющая шэдоу, ну короче такие моменты. И даже по приколу сцену после второго хаус-контроля я анимировала нормально, дабы показать всю эту пафосность, когда как в следующем кадре ее даже не слышно. Хотя и возникали проблемы, модель Соника время от времени обновлялась, и в проектах, где он использовался до обновления, он начинал выглядеть вот так. Нет, проект, конечно, хоть и был сделан по приколу, но это мне все же было не особо нужно. В то время было еще несколько вставочек для видео, планов, но ничего так и не доделывалось. Некоторые проекты у меня вообще уже ерорками заплыли по какой-то причине. Но все же я нашла в себе силы сделать анимацию в качестве парта, точнее интро для одного мэпа. Решила экранизировать сцену из Са. Стикаут работает такой себе. Хз, кто в курсе, но мне буквально приходится лепить на нее голову Стикс, ибо лицо оригинальной модели камень еще тот. На самом деле вдохновление для этого парта по большей части взято с другого такого же, который я делала где-то в 2019 году. Однако я не смогла его доделать, ибо полной идеи так и не придумала. Но тот коллапс в свет все равно не вышел. Но тут прям как и в случае с моими партами для невышедших мэпов, где я решила перенести идеи, использованные в них, в свои другие МВ. Ну и тогда я кое к чему вернулась. Анимация по кооперативу в Гаррис Мод 4 летсплейщиков. До этого я уже несколько раз пыталась вернуться к этому проекту и даже немного работала над этой сценой, но тогда я так и не смогла ее полностью анимировать. Помимо работы над всеми сценами, за которые я еще не бралась, я также слегка изменила уже год назад законченные и отрендеренные сцены. Исправила медленную анимацию в частности, ибо неприятно было на нее смотреть. Но перед тем, как что-то еще говорить про сцены и анимации, я хочу поговорить о моделях персонажей. Так вот, о Пауке можно ничего не говорить, у него нет лица, therefore, вот с ним было просто и приятно. Следом идет Харли Квинн. Я хоть и хотела использовать именно ту Харли Квинн, которая была скином Коляна, но в СФМ ее нет, а если брать из Гаррис Мода, то ей нельзя анимировать лицо. Так что максимум, что я смогла с ней сделать, так это впихнуть в кучу зрителей. Ну так, модель из SFM Lab, которую я использовала, очень хороша. Флексов, увы, нет, но есть приличное количество костей, чтобы двигать различные мышцы лица, а также всякие там бантики и остальную мишуру. Ну, если кому важно, ее можно раздеть. Я этим не занималась. I'm a serious person. Единственное, что меня слегка вымораживало, это то, что с ригом ее колени или локти так и норовили пройти сквозь чулки или перчатки. И это даже толком исправить не получалось. В целом работать с ней приятно, хотя не хватает банальных ползунков, чтобы лицо анимировать. Дальше Тревор. В GTA за счет motion capture это один из самых эмоциональных персонажей, но вот с SFM моделью что-то пошло не так. Блять, чтобы вы понимали, меня просто перекрутило, когда я поняла, что ему не добавили кости на уголки губ. Really, man? Who does that? Ну и в принципе было тяжелее работать с ним. Из-за рига тоже что-то проходит сквозь одежду, но с этим хоть как-то можно было управиться. И самым кошмарным... персонаж из Кошмара перед Рождеством, Уги-Буги. Это просто костяной ад. У него буквально кости на костях. Естественно, вся лицевая анимация также делается без ползунков, только вручную. И вообще работать с ним было адище. Я первое время даже толком не знала, как ему липсинг делать, ибо эта дамочка не смотрела «Кошмар перед Рождеством» и не знала, как Уги-Буги анимируется в природе. После работы над некоторыми сценами я, конечно, глянула на него в Kingdom Hearts и несколько сцен с КПР посмотрела, так что уже имела большее представление о том, что можно делать с его лицом. Но тем не менее, работать с ним все еще было адово. Были вырезаны сцены штук 5 как минимум. Хотела сделать концовку из карты Escape Your Dream, откуда я и начала взяла, кстати. Но в процессе работы над липсингом Уги-Буги я поняла, что просто уже задолбалась. Все будет где-то там, у нас у всех у четверых, у всех со всех разных сторон, у Коляна сиськи, а мы на этом все заканчиваем. И будем ждать вторую часть. И все, всем пока и пока. Всем пока. Песня Connect идет также должна была быть длиннее. Там даже один кадр был анимирован. Но так как это уже была последняя сцена, над которой я работала, а я уже месяц или полтора безостановочно херачила анимацию для этого проекта, и мне просто не хотелось дальше над ним сидеть. Короче, я этого не сделала. Как теперь смотреть 3D, блядь? Как теперь играть? А снег идет. Глаз течет. По коленке кровь.
Бьет, нет. Болею очень, вообще хуёво. Опять на поеботу снова. 6375. Там есть Читерила. Здесь должны были быть в кадре все 3 персонажа, но я опять-таки задолбалась, так что там было только Харли Квинн. Ну и другие сцены, которые я изначально хотела туда добавить, я даже не начинала делать. Ну и из более веселенького, довольно часто я искажала модели до состояния певца, ибо этого все равно не было видно, но со стороны выглядит забавно. И да, есть падающий мост, но его не видно. Эта анимка просто выжила из меня все соки. Она явно сильно отличается от всего, что я делала до сих пор, и особенно процесс работы над ней. Столько сцен билдов, столько мучений с вручную созданным липсингом и мимикой, и даже в просмотрах не окупилась. Да-да, это было словно хедшот. Ну и недавно еще для мэп-группы сделала интро и аутро. Не шибко трудно было, но я ощущала, что и над этим мне работать как-то тяжело. В планах есть еще одна анимация по скетчу, которая сделана сейчас, не знаю, процентов на 6. Проект с ней сильно лагает по хрен пойми какой причине, что не очень круто. Нормальную версию Sonic Meets Shadow я тоже хочу когда-нибудь сделать. Я думала о переходе на Blender, но сейчас, по правде говоря, я не знаю. Blender для меня, очень сложный. И лагает, конечно же. Можно пытаться выжимать все возможное из SFM, дабы доказать, что и в этой старенькой программе можно что-то делать. И на самом деле мне даже нравится, как это звучит. Но опять-таки я пока не знаю. Так что для этого проекта я еще даже раскадровку не сделала. Ну, какой-то такой вышла вторая эволюция моих SFM анимаций. Я, конечно, прогресснула, но и радости как-то меньше стало ощущать от всего этого. Эх, ладно. Буду рада, если будете делиться моими работами, ибо это довольно большой труд. И как-никак, не хочется, чтобы он был незамечен. Thanks for watching. Sayonara.